Всем привет, Джейсон снова на связи. Наконец-то я обзавелся M2 NVMe SSD накопителем на 512 гигабайт. Это Patriot P300. Так вот, я подумал, что возможно кому-то из вас инфа по данному накопителю будет интересна, поэтому и решил сделать это видео. Надеюсь, будет информативно и полезно. Итак, поставляется накопитель в блистерной упаковке. На лицевой стороне нанесено название модели и уровень производительности по 9-бальной шкале. Здесь 7 из 9. На обратной стороне на нескольких языках отмечен тип интерфейса и максимальная скорость чтения в 2100 мегабайт в секунду. Но это, судя по вот этой надписи, скорость для модели емкостью 1 терабайт. Для модели на 512 гигабайт идем на официальный сайт и видим, что максимальная скорость последовательного чтения должна составлять до 1700 мегабайт в секунду, а записи до 1200. И как видно, эти показатели получены в тестах ATA Disk Benchmark и Crystal Disk Mark. Ну раз заявили, значит в этих тестах и проверю. Кстати, суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на данный накопитель, составляет 240 терабайт. И если кто не знал, то это означает, что при насыщенном использовании накопителя, как в случае с майнерами, если ресурс будет исчерпан до завершения срока гарантии, а для этого накопителя гарантия составляет 36 месяцев, гарантийного обслуживания не будет. Как можно проверить данный параметр, я покажу немного позже в этом видео. Накопитель выполнен на печатной плате черного цвета и имеет одностороннюю компоновку. Все интересующие нас элементы вроде контроллера и чипов памяти расположились на лицевой стороне. И как полагается, все это дело прикрыто наклейкой. В основе Patriot P300 находится контроллер Silicon Motion SM2263XT. Он не имеет собственного DRAM-буфера, поэтому использует для этих целей ресурсы, установленные в ПК оперативной памяти. Технология Host Memory Buffer. Для хранения данных используются две микросхемы с вот такой маркировкой. Визуально по накопителю все, переходим к тестам. Напомню, скорость чтения и записи в ATA Disk Benchmark и Crystal Disk Mark заявлена производителем на уровне 1700 мегабайт в секунду и 1200 соответственно. В процессе этих тестов у меня получились еще более высокие результаты. В ATA 1950 мегабайт в секунду при чтении и 1470 при записи. В Crystal Disk Mark 2082 мегабайта в секунду при чтении и 1554 при записи. Скорости чтения и записи в тесте ATA при работе с мелкими блоками, а именно 4 килобайта, получились на уровне 450-550 мегабайт в секунду. И это достойный показатель, так как от подобных скоростей напрямую зависит отзывчивость системы и комфорт функционирования многих программ. Кстати, для примера вот показатели моего 2,5-дюймового SSD накопителя Apacer Panther объемом 480 гигабайт. Они тоже неплохие, но значительно уступают Patriot'у. В тесте AES SSD Benchmark накопитель также показал высокие результаты при последовательном чтении и записи. Также в данном накопителе используется технология SLC кэширования, за счет которой часть свободной памяти работает в быстром SLC режиме. Объем SLC кэша у тестируемой модели составляет примерно 5-6% от свободной емкости. Это как раз наглядно видно на примере линейной записи в тесте AIDA64. После заполнения SLC кэша скорость записи падает с 1400 в район 190-320 мегабайт в секунду. И это нормальная ситуация как для бюджетного накопителя. Насчет его температуры, то здесь, как по мне, все отлично. По показаниям утилиты Crystal Disk Info в простой она составляет 34 градуса, а в нагрузке максимально, что я видел, это было 50. Так что его можно использовать без радиатора, хотя я, скорее всего, радиатор на него какой-то надену, так, на всякий случай. Хуже от этого точно не будет. Ну и как я обещал ранее, показатель суммарного объема записанных данных на вашем накопителе можно посмотреть с помощью все той же Crystal Disk Info. Вот для примера показатели моего старенького накопителя на 240 гигабайт. И вот эта колонка показывает суммарный объем записанных на него данных. По итогу Patriot P300 заявленные характеристики показал, и меня это более чем устраивает. Понятное дело, на рынке есть более производительные решения, но они стоят на порядок дороже. Для моих потребностей, а именно установка на него системы и нужных мне программ, его производительности будет достаточно. А больше мне пока и не нужно. Кстати, учитывая то, что накопитель не сильно греется, то я думаю, он отлично подойдет для установки в ноутбуки или ультрабуки. Главное, чтобы у них была поддержка M2 SSD с интерфейсом PCIe 3.0 X4. Ну а на этом у меня все, надеюсь, было интересно и полезно. Ссылочки с актуальными ценами на данный накопитель оставлю в описании. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!